Мы сегодня покажем вам дорестайлинговую версию первого трака, который претерпел рестайлинг, не будучи выпущенным ни разу. И сегодня мы рассмотрим его характеристики и посмотрим, как эта штука выглядит в середине, как ей пользоваться. Вот это интересно. Ребятки, этот момент наступил. Tesla Truck готов к первой поездке. Все как мы привыкли, включая рычажки, два дисплейчика, И это с запасом хода 500 миль с батарейкой ориентировочно 800 киловатт-час. Alex driving already. Что здесь снаружи? Чего не должно было быть, но по законодательству это появилось. Зеркала. В принципе, этой машине не нужны зеркала. У вас два больших дисплея в середине. Вы там видите все, что находится у вас по бокам, благодаря камерам, намного лучше, чем в эти зеркала. Но законодательство обязывает, чтобы зеркала были. Дальше. Матричные фары в рестайлинге, их уже поменяли. Там уже такая вот монобровка появилась, так как сейчас модно. Я не знаю, насколько это важно тракерам, им, по-моему, по барабану. Но просто, так как это в том числе имиджевый продукт, морду в самой последней версии ее поменяли. Меня это еще больше удивляет, потому что, как я говорил, это машина, которая еще не была выпущена, но уже претерпела рестайлинг. Суицидные двери. Открываются они просто как домой. Вот что мне нравится, что они прямо как домой. И первая лесенка у нас, она как бы не прикрыта дверью, она грязная. Вторая лесенка уже прикрыта дверью, и она должна быть чище. И дальше мы заходим домой. Если сравнивать с BYD, с которым я только что поднимался, с BYD, то здесь, конечно, намного все удобнее. Также у нас была возможность посмотреть грузовики BYD. Китайская компания представлена на американском рынке, в том числе и такими грузовиками. Это большой миф, что китайские бренды вообще никак не поставляются на американские рынки. Они есть, но если мы возьмем конкретно этот грузовик, то это бензиновая переделка, характеристики достаточно слабые, и поэтому какую-то особую или серьезную нишу он не может занять. Но там, где требуются какие-то короткие поездки, вот эта бензиновая переделка может справляться отлично. Это полностью электрический грузовик BYD на американском рынке. Короче, реально ощущение дома. Но здесь, к сожалению, не так все уютно. Просто пусто. Материалы проще. Дука, твое любимое сиденье. Смотри, какое оно комфортное. Ничего себе. В Макларене F1 примерно была такая же ситуация. То есть сиденье посередине и два сиденья по бокам. Здесь вот такая же точно. То есть ты как бы... Я думаю, что можно поставить еще одно здесь. Так, ну что, идем за руль. Вот он момент. Ох, как я ждал этого. Ради этой машины я готов получить CDL. Ради этой машины я готов стать тракером. Этот дисплей, это вспомогательный. И он показывает нам камеры. Вот он показывает то, что я и говорил, да? Зачем мне смотреть аж туда в зеркало, если я могу спокойно все видеть с этой стороны? Сейчас мы откроем капот. Вот это я очень хотел посмотреть под капотку. Передний багажник. Франк здесь есть. Это очень круто, потому что есть куда положить вещи. У дальнобойщиков обычно вещи хранятся где-то там какие-то грязные такие... в общем, откидываются по бокам какие-то карманы, и туда надо что-то засовывать. Здесь Франк, он достаточно чистый, удобный спереди. Все. Основная менюшка у нас находится здесь. Везде пробег поскрывали. Везде, чтобы никто ничего не показал. Руль абсолютно не тот. А переключатели наши любимые из троечки. Те, которые поубирали отовсюду. Те, которые я вернул себе в X. Они здесь есть. Поэтому просто как дома. Тормоз
Никаких кнопок старт-стоп, вот этого всего нет. Все как в родной Тесле. Торбос, драйв и полетели. Так, пошли посмотрим Франк. Мало кто вообще когда-либо эту штуку показывал. Наверное, мы первые. Ёлки, а здесь ничего нет. Наверное, надо закрыть, потому что будет ругаться на нас. Я ожидал, что здесь багажник, но его просто забыли поставить. Это видео будет супер популярно в Китае. Сейчас на BYD просто... Оно там BYD, фап, просто разлетелось. Тебе сказал мужик только что батареи вот так вот стоят? Да. Это кто сказал? Из... Вот эти. Вот этот? А он серьезным видом это говорил? Но это бред. Но это неправда. Ну, то есть здесь, вот здесь вот стекло машины, вот так вот. И вот здесь сразу за этим начинается салон. А вот эта штука, это как раз вентиляция салона. Это от тройки вентиляция. От тройки? Да. Ничего нет такого, чтобы указывало как-то на то, что это прям такой между штатов транспорт. Знаешь, Это вот прям с города, с одного города в другой город. пробег какой этой машины именно в этой. Именно у этой? Да. А сколько она наездила? Да. Окей, скажи. 54 тысячи миль. 54 тысячи миль? Ну, не так много. Ну, не уже так много, солидно, но да. Вона поїздила, це не то, Да, що да, там. да. Той Після- самий тип казав, що Pepsi-Cola взяли їх на тестировку. Да, это правда. И установили гигачарджер, установили один на базе Pepsi. PepsiCo компания, которая делает Pepsi-Colу. PepsiCo компания и еще какая-то компания их взяли, и там поставили мегачарджеры, и чаще всего они ездят Фримонт, Лос-Анджелес и Лас-Вегас, Лос-Анджелес. Вот такие вот маршруты у них. То есть это не такой междугородний, между штатами транспорт. Так, чтобы понятно было, между штатами транспорт — это международный транспорт. То есть штаты огромные. Основная история, которую все ждут, и почему многие владельцы автомобилей Tesla, которые ездят на траках, они мечтают именно об этом, чтобы включить автопилот. И знаете, что самое интересное? Автопилот конкретно в этом траке и вообще в самой траках на сейчас вообще не работает. Просто его не допилили, и тебе надо прям рулить просто как обычная машина. Но Илон обещал, что автопилот будет справляться даже со складываниями. Те, кто тракеры, не знают, ты нажимаешь на тормоз, прицеп более тяжелый, и он начинает потихоньку, ну, то есть он давит на трак, и если есть хоть какой-то поворот, то он просто начинает выталкивать машину и складывает все это вместе. Это просто страшный сон любого трака. Этот автопилот будет справляться с этим. Он будет сам понимать, как ему надо подтормозить резче, подтормозить багажник, прицеп, для того, чтобы машина не сложилась. Вот это основная фича этого автопилота, которая обещана, но его еще нет. Порт в себя включает одновременно 4 или 5 других портов. То есть, если приблизительно в этой батарее 800 киловатт-час. 800. То есть, вон там X, на который мы приехали. И в этой батарее 8 иксов. 8 Model X сразу же засунуто в эту батарею. Значит, естественно, что если мы будем заряжать это на самой быстрой современной зарядке, это 500 киловатт-час, то все равно, с учетом перегрева батареи, она будет заряжаться там 3,5-4 часа. Это не подходит никому, особенно тем людям, которые используют эту машину как коммерческую. Поэтому придумали схему, при которой здесь одновременно заряжается несколько слоев батареи через разные чарджеры. И поэтому порт выглядит иначе. Он такой, как слоеный пирожок. И туда подсоединяется коннектор. Это мегаваттный коннектор. Это, я помню, 1000 киловатт он должен выдавать. Но смысл в том, что он заряжает одновременно несколько слоев батареи. 800 киловатт-час — это не подтвержденная информация. Но так как эта машина уже пережила рестайлинг, может быть, в ней батарея изменится на другую. Хотя и в предыдущей мы не знаем, какая она была точно, но это расчетно будет давать возможность этой машине проехать 500 миль на одном заряде с весом 60 тонн. Что лично меня вдохновляет? Что если мы когда-то купим такую машину
переделаем ее под RV-ху, на которой можно путешествовать, ну это можно задолбаться путешествовать. То есть, если она с весом 60 тонн проезжает 500 миль, то реально можно будет проехать 800 миль или больше на одном заряде. Либо проехать 500 миль, где-то остановиться в горах и жить там 2-3 недели. 2-3 недели как-то плохо звучит. Жить там долго просто. Долго жить, пока не надоест и заряд не кончится. Вот это очень круто. В общем, какая у нас ситуация? Нельзя ни капли показывать эмоции ни в середине, ни снаружи. Нельзя снимать в середине. Это политика компании Tesla, поэтому мы будем ее придерживаться и не будем рассказывать, что мы на этой машине ездили, и не будем показывать никаких кадров в середине. Подождите, вы же уже их видели. Первое, что меня удивило, это первая Tesla, на которой я ездил, у которой есть реально кнопка старт-стоп. То есть эта кнопка, она находится на рычажках. Вот эти рычажки, которые нами привычные. Но там на самом деле есть, вот сбоку, если вы нажимаете с правой стороны, это включает машину. Включает машину. Потом еще одна кнопка. Вы должны убрать с ручного тормоза. И потом только вы можете ехать. Что понравилось? Понравилось выворот руля. Наверное, это на всех траках, просто я не особенно с опытом. На 90 градусов эта штука выворачивает руль. Еще что понравилось, настройки климат-контроль. Они точно такие же, как в тройке. Вы можете спокойно на экране настроить, чтобы ветер дул вверх куда-то, и вы будете в комфорте, хороший климат, все работает так, как надо. Ощущения за рулем. Я думал, что это будет как-то как в других машинах или что-то подобное, но ничего подобного. Как будто бы машина, которую я хорошо знаю, но ее пересобрали очень сильно и очень неудобно меня посадили, потому что ты сидишь вот так наверху, смотришь куда-то вниз. И, к сожалению, из-за того, что Tesla Expert, он рядом стоял, не получилось ни разу ускориться. А я очень хотел навалить, потому что эта штука едет 5 секунд до 100. 5 секунд до 100. Пустая. А она как раз пустая. Слушай, ну никаких проблем нет. Вообще не надо никого обучать, как на CMI-траке, там что-то какие-то нажимать, мультипликаторы. Ты просто сел, рычажок, как на старой тройке, включил драйв и поехал. Только единственный ручник надо снимать. Это, я думаю, требования какие-то commercial или на CMI, потому что этот ручник можно было интегрировать. Лука, было видно такую улыбку на всю стоянку? Потому что я как ребенок радовался. Я ездил, наверное, на всех Теслах, вообще на всех, кроме вот этой бомж-версии, потому что я не хочу на ней ехать. Обязательно про нее снимем видео. Это бомж-версия самая пустая. Та, которая со стеклом снаружи и без стекла внутри. Но по поводу трака, это уникальная машина, уникальный опыт. Очень интересно было прокатиться. И я не понимаю, зачем компания Tesla ее хочет выпустить на самом деле. Потому что будет их выпущено в год. Они планируют выпускать их около 50 тысяч штук. 50 тысяч штук, продаваться они будут примерно по 200 тысяч долларов. И это вообще ни на что не повлияет. То есть вот так как они сняли Model S и Model X производства, и это вообще ни на что не повлияло. А там 150 тысяч штук они выпускали. 150 или 200 тысяч штук конвейер был во Фримонте рассчитан. Это ровно такая же история. Она вроде как должна быть имиджевой, но хотя в чем типа сделали потому что можем, я не понимаю. Напишите в комментариях, зачем Tesla это делает, и будем машину эту ждать на рынке. А вас будем ждать в наших подписчиках, потому что мы показываем много чего электроинтересного. Все, увидимся, пока.